Новый город. Город Сантьяго-де-Куба. Посмотрим, что здесь есть. Вот мы в городе Сантьяго-де-Куба. Это большой город, 1 миллион жителей. И очень героический. Вот тут вот слова Фиделя Кастро, то, что он... Ну, короче, город героический всегда. Ну, будем знакомиться с этим городом героическим. И начинаем вот отсюда. Это памятник Антонио Массео. Это тоже герой в освободительной войне против испанцев. Установили в 91 году этот памятник. Памятник правильный, видите? Оба копыта подняты. Это значит, что он умер в бою. Погиб в бою. Ну и вот такая здесь площадь Антонио Массео. Большая. Церковь Милосердия из Кобры. Это место так называется. И здесь опять переплелись вот эти две религии. Католичество и африканский шаманизм. Все несут желтые цветы. Это подсолнечники. Здесь вот всякие эти вещи оставляют. Ну, то есть религии, которые переплелись. Шаманство и католицизм. Наш водитель тоже несет желтые цветочки. И вот там букеты. Ну, то есть это та самая Дева Мария, покровительница Кубы, которую нашли два рыбака в заливе, привезли, и она исполняет все желания, покровительствует Кубе. Копии мы видели и в Гаване, и в Тринидад. Ну, а вот здесь находится оригинал этой Девы Марии. Вон она. Свечки ставят. Ну вот, и разобрались. Это самое прям святое место для кубинцев. Их Дева Мария, защитница Кубы. Вот такую церковь построили в начале 20 века, а до этого здесь была деревянная, небольшая, но Дева Мария всегда была в ней. Ее даже возили, забирали отсюда, возили на войну, ну там как защитница. Отсюда такой вид, лестница большая. Очень много людей идут в белом и в желтом, потому что вот с этой Девой Марией пересеклась африканская богиня Учут, которая любила желтый цвет. И отсюда и цветы, отсюда и одежда такого цвета. Ну и в белых одеждах приходят те, которые еще параллельно поддерживают шаманский какой-то культ. Это дали зарок, что будут ходить в белом для выполнения какого-то там желания или наказа.
Ну и в центре Сантьяго-де-Куба. Вот это здание реконструированное по проектам старым. Сейчас здесь находится Конгресс, и именно здесь Фидель Кастро с этого балкона объявил о революции, о том, что революция победила. Ну и на этой площади, конечно же, собор. Собор Сантьяго ну просто Сантьяго, потому что это же город Сантьяго. Сантьяго. Надо спросить, вообще он работает или нет сейчас как собор. Красивых домиков, вот такие старинные. Ну, между прочим, Сантьяго-де-Куба был тоже столицей. Это уже потом стала Гавана. А до Сантьяго-де-Кубы столицей был город Баракоа. Здесь старинные здания. И там находится музей, в который мы сейчас пойдем. Старинное здание. Это самый древний дом на Кубе и дом Веласкеса. Он больше известен как конкистадор. Второй этаж жилой, а снизу была, так сказать, коммерция, приемная и так далее. И именно здесь, вот именно здесь, плавили золото, которое конкистадоры привозили из Южной Америки. Это самый старый дом на Кубе, 16 век. Ну, ничего от Диего Веласкеса, конечно, здесь не осталось. Ну, как музей используется уже давно. Это оригинальное окно осталось, 16 век. Это кровать. Вот этот помост сколько помещалось, столько и спали. Мебель, которую делали на Кубе. А это шкаф, который привезли из Испании. Богатый такой. Кнопки такие, посередине они поворачивались. Эта комната уже представляет конец 17 века. То есть уже и кровати, и ковры появились. А потолок здесь остался оригинальным, с 16 века. И это уже 18 век. Появляется стиль Людовика XIV, то есть изящество, вещи из Франции, просто украшения, вазы из Китая. То есть теперь уже хотят, чтобы было красиво. К дому Веласкеса присоединили второй дом, ну и тоже объединили это вот в один музей. Здесь уже появляются излишества вовсю. И витражи, и жалюзи, которые завезли французы, и вот какие-то фонарики, украшения и прочее. Да, но тут уже прям дорого-богато. Все причем. И фарфор-то мейсоновский. И заключительная комната, конец 18 века. Конец 19 века, непосредственно перед тем, как избавились от испанцев. Ну вот, такое богатство. Старинный собор, к сожалению, закрыли уже. Его открывают только во время мессы. Месса закончилась. Так что главный собор Сантьяго мы здесь не посетили. Пласа де Марс. Здесь проходили военные парады. Такая большая площадь. Здесь концерты, выступления, музыка тоже. По кругу старые дома. А в центре, конечно же, памятник Хосе Марти. Вот он. Он везде, как Гарибальди. Это крепость Сан-Педро. Является достоянием человечества. Видимо, в ЮНЕСКО находится. Находится тоже в стратегическом месте, где начинается залив, за которым и основан город. Заходим в эти камни. Вообще 12 часов самая жара, и мы здесь одни. Попадаем через ворота
с мостом, которые ведут через ров, естественно. То есть церковь, крепость построена по всем правилам. Вот еще один подвесной мост и еще один ров. Так что враг не пройдет. Видимо, тут вода была. Башенки. Небо голубое, солнце жарит. Вот внутренняя часть крепости. Вид на море. В сторону моря пушка смотрит. Конечно же, там пираты, англичане, французы. Кто только не хотел на Кубу. Известные пираты. Геккончики. Он большой и поменьше. Сейчас мы их чуть-чуть спугнем. Вон они пошли. Им тут хорошо. Им тут тепло. Балкон королевы. Самый красивый вид отсюда. А там уже в 140 километрах Ямайка. Рукой подать. Вот это тоже относится к крепости. Нижняя платформа морская. И вот вход в залив. И там в заливе находится город Сантьяго. Здесь по крепости ходят игуаны. Вон они. Как крокодильчики. И не боится ведь. Сидит, наверное, здесь на камушках и любуется красивым видом. Такие бойницы. Здесь стояли пушки. И вот здесь как раз вот это вот вход в залив. Пушки перекрывали возможность туда попасть. Но проиграли американцам, потому что американцы были в численном превосходстве. У них было больше всего и кораблей, и людей, и оружия. И после этого испанцы ушли с Кубы, а пришли американцы. Вот здесь такой вид на город как раз. Видно остров, на котором мы будем обедать сегодня. Нижняя такая платформа. Тут с какими-то подземельями. И прям здесь уже совсем рядом море. Да, лестницы здесь крутые. Как они тут бегали-то. Вот была физкультура для защитников. Вниз спускались. Теперь на самый верх крепости. Вот они виды-то во все стороны. На Ямайку. Туда вон тоже пушки намечены. Город, горы. Все видно отсюда. Бастион, который смотрит на сушу. Бумкнула. Подумать, что пираты приехали, и все. Побегут защищать. Вот здесь вот в этой башенке видно немножко моря, видно подходы к крепости и тоже подходы к крепости с рвом. Город стоит на море, на Карибском, а пляжик только вот такой для местных. Это общественный транспорт, то есть люди приехали с острова на Большую Землю, они там просто живут. Хоромчик, лавки деревянные, окон нет. Большое плавание. На этом водные процедуры у нас не закончились. Мы плывем дальше, теперь уже на другом плавсредстве. В принципе, есть возможность доплыть до Ямайки. Запросто. 140 километров — это вообще ничего. Так, теперь мы плывем дальше. Жилеты есть. Так, ну наконец-то мы добрались до нашего обеда.
экзотического, который находится вот в таком ресторанчике на острове. Мы пообедали, и птички тоже кормленные. Ой, сейчас прям схватят и унесут ее. И после обеда перебрались на цивилизованную набережную. Здесь музыка, батут, площадки какие-то спортивные. Ну, все как надо. Набережная. Арт-объект на набережной. Куба. Чтобы мы не забывали, где мы находимся. А с этой стороны непонятно что. Тут еще есть арт-объект стул. Ну, это модный такой теперь арт-объект. Ну, такая же живая набережная. Не пустынная. Есть чем заняться, есть что сфотографировать. Вечером, наверное, здесь тоже приятно. И на отдых в отель, к бассейну. Жарко.